Сегодня воскресенье, а значит, время новостей. За прошедшую неделю было довольно-таки много критики в адрес актеров, дорам, но обо всем по порядку. По сложившейся традиции начну, как всегда, со скандала вокруг Ким Су Хёна, потому что появились новые заявления. По сообщениям СМИ, тайваньская компания подала иск против Ким Су Хёна за ущерб из-за скандала с его личной жизнью. Компания остановила производство товаров с его изображением и отменила его участие в фестивале. Убытки якобы составили около 6 миллиардов вон. Конечно же, из-за скандала в этой неприятной ситуации страдают и другие актеры. На презентации дорамы Хонран актрису Чо Ба-а один из репортеров спросил о задержке выхода дорамы «Подделка». В интервью актриса призналась, что обсуждение проекта может быть болезненным, но выразила надежду, что все усилия, вложенные в сериал, не будут напрасными и приведут к хорошему результату. Сериал привлек внимание высоким бюджетом в 60 миллиардов вон, а гонорар Ким Су Хёна якобы составил 9 миллиардов вон. Также Чо Ба в другом интервью объяснила свой выбор держаться подальше от мужчин-коллег, чтобы не вызывать недоразумений. Актриса рассказала, что однажды отправила своему партнеру по съемкам смайлик с сердечком, не подумав, что это может быть воспринято неправильно. Постепенно она начала избегать проявлений симпатии к коллегам-мужчинам, считая, что это непрофессионально. Напомню, в октябре 2024 года актриса вышла замуж. Но вернемся к затянувшемуся скандалу вокруг Ким Су Хёна. Есть небольшие продвижения. Думаю, все помнят, что адвокат покойный Ким Сэ Рон и Гара Сэра на последней пресс-конференции показывали снимки пострадавшего информатора. Конечно же, агентство Ким Су Хёна в тот момент опровергло все эти заявления, но позже все-таки появились более официальные заявления. Генеральное консульство в Нью-Йорке опровергло информацию об атаке на информатора, который передал записи покойной Ким Сэ Рон. В официальном заявлении консульство сообщило, что в их юрисдикции не было арестов корейских граждан по обвинениям в покушении на убийство или других преступлениях. Согласно Венской конвенции, местные правоохранительные органы должны уведомлять консульство о задержании граждан Южной Кореи. Но таких уведомлений консульство не поступало. Также консульство опровергло информацию о расследовании ФБР по делу об избиении информатора, заявив, что не располагает такой информацией. И в СМИ отметили, что такие заявления подтверждают, что инцидент не был зарегистрирован в местных правоохранительных органах. И ранее, после заявления адвоката, множество пользователей сети выразили сомнения по поводу подлинности инцидента, считая это манипуляцией. То теперь, после официального заявления от консульства, сомневающихся стало намного больше. И, наконец-таки, спустя довольно-таки большого промежутка времени, полиция, наконец-таки, начала расследование по 10 делам, связанных с покойной Ким Сэ Рон. Конечно, также рассматривается участие Ким Су Хёна, которого подозревают в отношениях с покойной актрисой, когда она была несовершеннолетней. Но 19 мая пресс-служба полиции Сеула сообщила, что одно отделение полиции расследует 7 дел по Ким Сэ Рон, а другое отделение полиции якобы 3 дела. Напомню, что семья покойной подала жалобу на Ким Су Хёна за нарушение закона о защите детей. В ответ Ким Су Хён подал жалобу на Гара Сэра за преследование и клевету, утверждая, что все записи, которые предоставлял Гара Сэра, были обработаны с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, на адвоката семьи покойной актрисы тоже был подан иск в Национальную комиссию по правам человека Кореи за предоставление неверных юридических советов. В одном из выпусков я уже рассказывала, что было несколько заявлений о том, что Ким Сэ Рон на самом деле встречалась с популярным айдолом. И вот новое расследование одного из СМИ, Money Today, выявило, что покойная Ким Сэ Рон действительно встречалась с известным айдолом в 2018 году. В итоге утверждение семьи, что Сэ Рон состояла в отношениях с Ким Су Хёном с 2015 по 2021 год, пересекается с периодом, когда она встречалась с другим мужчиной. Как сообщает Money Today, в 2019 году Ким Сэ Рон и айдол расстались, но в 2022 году вновь начали общаться. И айдол якобы даже помогал актрисе финансово после инцидента с вождением в нетрезвом виде.
Хотя пары расстались в 23 году, они поддерживали связь до прошлого года. Но позднее семья Ким Сырон опровергла заявление СМИ о ее романе с популярным айдолом в 2018 году. Представитель семьи заявил, что Ким Сырон была глубоко привязана к Ким Су Хёну и не имела времени на отношения с другими людьми. Также семья выразила огорчение по поводу распространения ложной информации и чрезмерного вмешательства в ее личную жизнь, что причиняет им большую боль. Семья отметила, что, несмотря на сообщения, якобы подтверждающие отношения с айдолом, подлинность этих текстов не была официально подтверждена. А вот режиссер фильма «Мужчина-гитарист» рассказал о состоянии Ким Сырон во время съемок ее последнего проекта. Несмотря на предостережение, режиссер решился взять актрису на главную роль после того, как встретился с ней и был впечатлен ее страстью к работе и подготовленностью. Однако, по словам режиссера, во время съемок Ким Сырон была сильно уставшей. Ее голос был хриплым, и из-за этого он даже предложил переписать реплики позже. Но этого так и не произошло. Режиссер также рассказал о том, как сильно Ким Сырон переживала во время съемок. Она скрывала свои переживания, всегда улыбалась перед камерой, но выглядела измученной, когда камера выключалась. Она была крайне осторожна с общественным вниманием, избегала лишних встреч и даже наливала алкоголь в стакан с водой, чтобы избежать осуждения. В итоге фильм станет последней работой Ким Сырон, выходящей в южнокорейский прокат 30 мая. Также от SBS Fan были опубликованы скрины Ким Сырон, опубликованные в ее Инстаграм. В сообщении, размещенном 8 сентября, она выразила благодарность тем, кто ей помог, и обвинила других в том, что они забыли о ее проблемах, когда ей было тяжело. Цитата из поста: «Сделайте скриншот и поделитесь им, если я умру». Дальше имена удалены, те, кто спас меня. И я надеюсь, что люди, которые оставили меня, когда мне было труднее всего в жизни, вспомнят, что они получили от меня. Я прошла тест на алкоголь, и он показал 0, хотя анализ крови показал высокий уровень алкоголя. Даже отключения света не было, но я все равно полностью возместила ущерб. В любом случае, мне больше не будет больно. По заявлению SBS Fan из скринов стало известно, что несколько знаменитых айдолов и певцов одолжили актрисе значительные суммы денег. И несмотря на это, Ким Сырон продолжала сталкиваться с финансовыми трудностями, работая в различных сферах, включая кафе и магазины. Очень жаль Ким Сырон. Жаль, что она ушла из жизни в таком молодом возрасте. Возможно, она бы добилась больших высот в актерстве. И надеюсь, что ее все же запомнят больше по каким-то актерским данным. Возможно, по последней работе «Мужчина-гитарист», а не по данному затянувшемуся скандалу. Ну а теперь к другим новостям. Том Круз доказал, что является большим фанатом BTS, когда встретился с Джином в рамках его YouTube-шоу. Во время съемок Джин спросил Круза, знает ли он о BTS, на что актер ответил утвердительно и поздравил группу с успехом. Он также признался, что является большим поклонником группы и видел их гимнастику и акробатику. Джин был удивлен, насколько глубоко Круз знаком с их творчеством. Том также отметил, что ему очень нравится корейская культура, история и кухня, а также выразил уважение к творчеству BTS. А следующая новость меня просто удивила. Пак Ба Гон признался, что влюбился в популярную айдол-шоу Мини из группы Idol 2 года назад. В интервью актер рассказал, что это произошло после их совместного выступления в Мексике в 2023 году. Это признание стало настоящей сенсацией, особенно когда в статье использовали фразу «влюбился с первого взгляда». Также за прошедшую неделю в интернете активно обсуждали встречу IU и V из BTS в ресторане 16 мая, после чего понеслись слухи о расставании IU и Ли Чон Сока, но слухи были быстро опровергнуты их близким знакомым. Напомню, IU и Ли Чон Сок начали встречаться в декабре 2022 года и с тех пор поддерживают свои отношения публично. А фанаты ждут не дождутся, когда же будет свадьба. Также внимание привлек актер Чо Джон Сок и певица Гами. Парочка была замечена на первом сольном концерте Дэсона из Big Bang.
в Олимпийском зале Сеула. Чо Джун Сока, думаю, все знают по многим дорамам, и последней его работой была «Слабый герой 2», где он сыграл бандита, собирающего деньги у школьников. Но вернемся к новости. Несмотря на долгие отношения парочки, они редко появляются вместе на публике, поэтому их совместное посещение концерта привлекло очень большое внимание. Напомню, что пара поженились в 2018 году, а в 2020 году у них родилась дочка. Также позитивной новостью порадовали актриса Пак Си Йон и ее супруг Кван Чо Ук, известная по дораме «Школа 2013». Актриса родила своего первого ребенка, и по информации агентства, актриса стала мамой 13 мая, а мать и дочь чувствуют себя хорошо. Напомню, что пара поженились в 2022 году, а их путь от коллег до счастливой семьи стал вдохновляющей историей для многих поклонников. В кино тем временем много дорам попало под критику. Но начнем с хорошей новости. 16 мая официальные лица города Чеджу подписали меморандум о взаимопонимании с Netflix для создания контента, связанного с регионом. Это соглашение стало результатом успеха сериала «Когда жизнь дарит мандарины», который был высоко оценен за аутентичное представление жизни на острове Чеджу. В рамках соглашения местные власти будут поддерживать проекты Netflix, снимаемые в регионе, что, по мнению губернатора Чеджу и представителя Netflix, принесет пользу обеим сторонам. А вот Ю Ян Сок попал под критику. Актер появился в новой дораме «Твой вкус». Уж не знаю, где его там заметили. По-моему, в последних сериях он просто там в фотографии мелькнул. Но все же, из-за своих прошлых сексистских высказываний он попал под критику. Дело в том, что в одном из интервью актер заявил, что если женщина не носит откровенную одежду, он считает, что она им не заинтересована. А если носит, воспринимает это как знак симпатии. Хотя многие поклонники были рады его появлению в новой дораме, другие выразили недовольство из-за его прошлых скандалов. Также дорама «Прекраснее, чем небеса» столкнулась с мощной критикой после введения спорного сюжетного поворота в 14 серии, что привело к падению рейтингов. В эпизоде героиня, страдавшая от домашнего насилия, узнает, что ее страдания – это карма за убийство свекрови в прошлой жизни. Подобное объяснение было дано и для другого персонажа, что вызвало возмущение зрителей. Многие сочли, что шоу оправдывает насилие, утверждая, что это последствия действий в прошлой жизни, что породило опасные проблемные идеи. В результате зрители на популярных платформах выразили разочарование и отказались продолжать смотреть сериал. Ну а я не кореец и продолжаю смотреть дораму. Меня в дораме все устраивает. «Весна молодости» тоже столкнулась с критикой и проблемами в Корее, где рейтинг зрительского интереса упал ниже 1%, буквально после первых нескольких эпизодов. Однако за пределами страны сериал набирает популярность на стриминговых платформах. К примеру, в США сериал занял 5-е место на Вики, а в Индонезии оставался в топ-10 на Netflix. Сюжет, который включает музыку, романтику, дружбу, привлек зрителей за рубежом, особенно в Северной Америке и Юго-Восточной Азии. Я посмотрела только 2 серии, дорамка легкая, молодежная, но дальше я не продвинулась. А кто смотрит, пишите в комментариях, как вам дорама. Также, несмотря на популярный состав, завершила свое вещание с рекордно низким рейтингом в 0%. Дорама основана на вебтуне «Банни и ее мальчики». Сериал стартовал с 1,3% и достиг пика в 1,8%, но затем быстро упал. Наименьший рейтинг в 0,7% был зафиксирован в 8-м эпизоде, а последний эпизод улучшил ситуацию лишь до 0,8%. Однако, несмотря на эти низкие цифры в Корее, за рубежом сериал получил положительные отзывы с рейтингом 6,9, где многие пользователи поставили максимальную оценку. А я до этой дорамы так и не дошла. Ну а кто смотрел, пишите в комментариях, как вам дорама. Ну а следующую дораму я, конечно же, смотрю из-за главных актеров, Джу Йона в первую очередь. Но круглосуточный спортзал испытывает трудности с рейтингами, не выходя из диапазона 0%. Несмотря на популярность актеров и химию между ними, сериал стартовал с 1,8% и продолжает снижаться, достигнув 1,1% на последнем эпизоде.
Однако сериал успешен на OTT-платформах, где занял топовые позиции, например, в списке Disney+. Ну и, конечно же, если вы смотрите, пишите в комментариях. Ну, меня дорама устраивает, корейский юмор там зачетный. Также бурю обсуждений вызвала дорама Honran из-за спорной сюжетной линии, которая затронула тему сексуальных отношений между родственниками. По сюжету главный герой возвращается домой с амнезией и начинает развивать романтические чувства к своей полусестре. Когда зрители осознали, что они не кровные родственники, многие нашли этот поворот странным и неудобным, особенно учитывая, что главная героиня продолжала верить, что они брат и сестра. Это вызвало критику на платформах из-за некомфортных моментов в сериале. Ну а до этой дорамы я пока что так и не добралась. Ну а кто смотрит, пишите в комментариях, как вам дорама. А вот новая дорама «Проект Ю», в котором главные роли исполнят Хан Со Хи и Чон Джо Со, привлекла внимание зрителей после первого взгляда на проект. Обе актрисы, которые стали центром нескольких скандалов в последние годы, продемонстрировали сильную визуальную химию в черно-белой фотосессии. Постер к сериалу, выпущенный 18 мая, мгновенно стал вирусным в интернете, где зрители оценили напряженную атмосферу, которую создают актрисы в кадре. Проект Ю – это нуар-дорама с двумя женскими главными ролями, и премьера ожидается во второй половине 2025 года. А вот предстоящий сериал с участием Сюзи и Ким Сон Хо вызвал критику среди зрителей, несмотря на популярность Сюзи. Многие фанаты выразили недоумение по поводу выбора Ким Сон Хо на главную мужскую роль, особенно учитывая наличие других актеров, которые они считают более подходящими. Некоторые пользователи сетуют на то, что прошлые скандалы Ким Сон Хо и репутация остаются проблемой, что якобы приведет к негативной реакции на его участие в проекте и на выход дорамы. В Китае же актриса Сун Цу Эр все больше набирает популярность. Она вернулась в индустрию после скандала с уклонением от уплаты налогов, и ее карьера снова на подъеме. После успеха сериала «Безмятежная переправа» актриса получила множество новых предложений. В июне она начнет съемки в новом проекте «Двоюродный брат» и появится в исторической драме «Зима сменяется весной». Конкуренцию на главную роль с ней в последней дораме была Джан Чжон Нань и Цзин Чэнь. Популярность Сун Цу Эр продолжает расти, и ее новая работа «Узник красоты» также набирает популярность. А вот своим возвращением на экраны порадовала актриса Люи Фэй, известная по дораме «История Розы». Сообщается, что актриса скоро вернется на экраны с новой дорамой, снятой еще в 2018 году, но долго находившейся в замороженном состоянии. Сериал был и приостановлен из-за скандала с актером Дин Бо Жань. Актера можете знать по дораме «Дорога домой». В общем, неудачные высказывания в социальных сетях привели актера к его исключению из китайской киноиндустрии. Однако его сцены в сериале были переработаны с помощью технологий искусственного интеллекта, и теперь выпуск дорамы ожидается в июне. Сюжет расскажет о загадочной хозяйке магазинчика с ароматными специями, которая с помощью своих товаров раскрывает скрытые эмоции людей. А вот актеры дорамы «Первый мороз» до сих пор под прицелом поклонников, которые приписывают им роман. Однако в этот раз внимание переключилось на бывшую коллегу Бай Цзиньтина, актрису Сунь И. По заявлению фанатов, Сунь И также стала часто появляться в схожих нарядах с парочкой, что вызвало подозрение, что актриса пытается заявить о своей привязанности к актеру. Актриса якобы даже публиковала фотографии, где они с Бай Цзиньтином одеты одинаково, что усилило слухи о сложных отношениях между ними. Многие в сетях стали приписывать актерам любовный треугольник. А вот актер Джан Лин Хэ, ставший более популярным после дорамы «Самое лучшее», недавно дебютировал на Каннском кинофестивале. Он был приглашен в качестве гостя, где продемонстрировал стильный образ в зеленом бархатном костюме от Gucci. Особое внимание зрителей привлекло кольцо с изумрудом стоимостью около 400 миллионов юаней. Актер также посетил ужин бренда данного кольца накануне, где его образ в красном костюме был высоко оценен фанатами и стал вирусным в соцсетях.
Также у актера ожидается выход новой дорамы «Янтарная вишня», где он сыграет с актрисой Чжао Цзиньмай. Ее вы можете знать по дораме «Во время снежной бури». В интервью Лин Хэ рассказал забавную историю о съемках множества поцелуев в сериале. Когда его спросили, каково это – снимать так много поцелуев, Лин Хэ ответил «привык». Его ответ вызвал смех у коллег и зрителей. А еще актер поделился, как его семья сначала чувствовала неловкость, наблюдая за его поцелуями на экране. Но теперь они якобы привыкли и даже похвалили игру сына. А вот Чжао Лусы после болезни сталкивается с трудностями в карьере. В одном из выпусков я рассказывала, что актриса подверглась критике из-за слов на своем шоу, на котором она якобы плохо отозвалась о пожилых людях. И, как сообщается, это повлияло на ее репутацию и вроде бы как на отмену шоу. Но там вроде ситуация разрешилась. Манго ТВ опроверг эти слухи. Так вот, сейчас появились новые слухи. Якобы все из-за того же плохого поведения на шоу. Выпуск новой дорамы «Амбиции любви» был перенесен. Фанаты расстроены. Вместо «Амбиций любви» в эфир выйдет историческая дорама. Но уже буквально следующая новость обрадовала фанатов и зрителей. Ведь «Амбиции любви» выйдут в июне, как и было запланировано. В этой романтической дораме Лусы сыграет амбициозную ведущую, которая выходит замуж за богатого парня, что приводит к множеству обмана и раскрытию тайн. Напомню, что Лусы активно готовилась к роли в данной дораме. Она сбросила 6 килограмм и лично выбрала более 70 нарядов для сериала. И сериал стал популярным еще задолго до премьеры. Однако актриса все еще борется с депрессией, что вызывает беспокойство не только у поклонников, но и у обычных зрителей. Фанаты переживают за ее психоэмоциональное состояние и надеются на скорое возвращение ее в большие проекты. Вот такая новостная неделя выдалась в Азии. Не забывайте заглядывать в телеграм-канал, там я тоже публикую некоторые новости. Ну а также мы обсуждаем дорамы. На этом все. Благодарю за просмотр. Всем добра, всем пока.